1,5 миллиона за ужин в кафе? Серьезно? Ну давайте разбираться, так ли это дорого на самом деле. Привет, мы Валера и Лори и живем на Филиппинах. Решили устроить себе небольшой отдых и поехали в Вьетнам. Времени выделили не очень много, всего 5 дней. Поэтому и программу для себя составили максимально насыщенную, чтобы успеть увидеть максимум. Вылет у нас был поздним вечером из Сибу. Перелет короткий, но ощущение такое, будто попал в совершенно другой мир. Вьетнам начинался не с достопримечательности, а с полного хаоса в аэропорту. И было как раз очень кстати то, что мы забронировали VIP-встречу в аэропорту Хошимина. Эта услуга стоила нам по 700 песо с человека и включала в себя встречу в аэропорту и сопровождение к паспортному контролю. То есть мы стояли не в общей очереди, а в отдельной очереди таких же оплативших эту услугу. Это позволило сократить примерно 30-40 минут ожидания в аэропорту. Также заранее мы приобрели eSIM, которая прекрасно показала себя во Вьетнаме. Пригодилось и приложение Grab для вызова такси, которым мы пользовались на Филиппинах. Во Вьетнаме это приложение также прекрасно работает. Оплата там выбирается по умолчанию наличкой. Сразу по прилету в аэропорту мы поменяли небольшую сумму денег с долларов на местную валюту, вьетнамский донг. Вызвав такси, мы быстро доехали до нашего первого отеля, который мы специально выбрали прямо недалеко от аэропорта. Отель называется Le Saigon. В номерах есть все необходимое, вполне уютные. Также в стоимость номера входил и завтрак. Блюда были весьма разнообразные и вкусные. После того, как мы отдохнули в отеле и немножко перекусили, настало время исследовать окрестности. И начать мы решили с буддийского храма Фо Куанг. Это не туристическая открытка и не место для фотосессий. Это настоящий рабочий храм. Во Вьетнаме буддизм не религия выходного дня. Сюда приходят перед работой, в обед, по семейным вопросам. Просят удачи, здоровья, спокойствия. Не абстрактного, а очень конкретного. Внутри тихо, прохладно, пахнет благовониями. Дальше на карте мы обнаружили музей вооруженных сил Юго-Востока. Тут настроение резко меняется. Этот музей не пытается понравиться, он не сглаживает углы и не упрощает историю. Война во Вьетнаме не глава в учебнике. Она закончилась всего лишь меньше одного поколения назад. Многие семьи до сих пор живут с ее последствиями. Экспозиции довольно жесткие, иногда, может быть, не очень приятные, но зато честные. После этого начинаешь по-другому смотреть на страну и на людей. После тяжелых тем мы решили немножко расслабиться, отправились в парк. Обычный городской парк, где жизнь идет своим чередом. Люди занимаются зарядкой, играют в бадминтон, едят уличную еду. Контраст с музеем максимальный. И все это в Вьетнаме. Боль и жизнь рядом. В Вьетнаме неотъемлемой частью рациона являются морские обитатели, морская еда. В связи с этим здесь очень много кафе, ресторанов разного уровня, где содержатся различные обитатели в аквариумах, где вы сами можете выбрать любого из них, и вам его тут же приготовят. Мы выбрали в этот раз жареный рис с омлетом, немножко овощей, также крабы и креветки, ну и немного локального пива. Утром переезжаем ближе к центру, в район Дистрикт 1. Официально город называется Хошимин, но почти все местные до сих пор говорят Сайгон. Сейчас нам предстоит заселиться в отель Diamond Hill. Посмотрим, что нам здесь могут предложить в нашем номере. Этот отель удобно расположен практически в самом центре района Дистрикт 1. Стоимость обошлась нам в 7 миллионов донг на 3 ночи. В номере есть все необходимое, а также из дополнений приятная вещь, как ванна. Ну, естественно, санузел с туалетом и душем. Шкаф для вещей, сейф. Ниже расположен холодильник с мини-баром. Также стандартный набор из большой двуспальной кровати, диван, окно. Номер был заявлен как с балконом, но балкон такой себе, больше декоративный. Окно выходит на одну из улиц Сайгона. В комнате также есть корзина для белья, где вы можете оставить свои вещи, и на следующий день вам их вернут постиранные, развешенные на вешалке и оставленные в шкафу. Мы воспользовались этой услугой, и обошлось нам это в 500 тысяч донг. Интересно, что в комнате мы еще обнаружили респираторы. Не знаю, для чего их назначение, то ли это из ковидных времен, то ли от загрязнения воздуха. Кто знает, напишите в комментарии. В стоимость также включен и завтрак.
Не будем долго засиживаться в отеле и пойдем посмотрим, что есть в центре самого Сайгона. Недалеко от гостиницы мы увидели здание вьетнамского оперного театра, а также французский собор, один из самых узнаваемых символов города. Он построен в 19 веке во времена колониального Вьетнама. Интересный факт, все материалы, кирпич, стекло, металл привозились из Франции, поэтому собор так сильно отличается от всего вокруг. Также посетили и торговый центр, из которого открывается отличный панорамный вид на Сайгон. Еще одна достопримечательность и интересное здание — это центральный почтамт, проект ученика Гюстава Эйфеля. Внутри старые карты Индокитая, высокие потолки, ощущение, что ты попал в прошлое. И да, отсюда реально можно отправить бумажное письмо. В 2026 году это уже почти экзотика. Вечером этого же дня нас ждал круиз с ужином. Ночной Хошимин с воды выглядит совершенно иначе. Он кажется богаче, спокойнее и даже немного футуристичным. Подсвеченные небоскребы, отражение в воде, и сложно поверить, что днем ты сидел на пластиковом стуле и ел суп за пару долларов, а сейчас находишься в роскоши. На протяжении всего круиза сопровождает живая музыка, выступления различных артистов, а также вкусная еда и напитки. Помимо наслаждения ужином, атмосферой и ночным видом Сайгона, гостям предлагается дополнительное развлечение в виде фокусника. Я, пожалуй, оставлю ненарезанным часть этого выступления, чтобы вы смогли посмотреть, как же он это делает, как он проворачивает все эти свои фокусы. Самый внимательный, кто разоблачит его, можете написать в комментарии, как он это делает на самом деле. Very good. Yeah. And you help me. I have this. See that? Your hand? Yeah. Look. And you blow it. Okay, you blow it. Oh, it came to the ring. Wow. The ring. The ring for you. I have some lighter like this. Yeah, see that? And my magic, wow, magic wand. I will make it disappear. Do you believe me? No? 1, 2, 3, disappear. And I will make it disappear. Yeah. Wow. And the ring is for you. You have any ring? No, I'm not. Oh, open your hand. Yeah, it's for you. Oh, it's Oh, mine. wow. Oh, the ring inside my finger. Oh, no, you help me. Help me. Yeah. Oh, yeah, very tight. And I have a ring, okay? And the lighter, what do you like? The lighter or the ring? The ring, okay? And the lighter will disappear. Yeah. The lighter here, you see that? It's inside the ring. Oh, it changed to the lighter. And the ring in my finger. Magic, amazing. Yeah. See that? Yeah. You blow it. Blow it, please. Wow. And it disappeared. One car you like? Just any Any car you like? Hey. Okay. And you? Say your name? Here? Yeah. Okay. Look, the car in the middle, okay? I will cut exactly your car. Do you believe me? No, don't believe me because it's on top. Yeah, okay? Yeah. I'll show you the car is a diamond, okay? In the middle, like this. Yeah. It's not here, okay? I snap. It turned to the top. And you, I put in the middle. It's certainly not on top. You blow it. And it jumped to the top. I will make it jump to the sky. Look, it jumped to the sky. Okay, your name? Okay. 1, 2, 3. Okay, put inside. You put inside. Put inside. Yeah.
It jumped to my hand. Oh my God. Yeah. Wow. And I will make it disappear like this. 1, 2, and 3. Disappear. It inside my hand. You see that? Okay, look. Oh, in my hand. Okay, I will take the car and you hold it. Okay, show your hand. Yeah, take the car. You hold it. Disappear. It's inside here. Now look. Inside here. Look. Wow. And now, look the car, okay? 1, 2, okay? Show your hand. Okay. See that? Open it. Where is your car? Is it here? Okay, open it. Yeah. Oh. No, not here. Where is your car? Oh, it's inside the box. Thank you. Nice to see you. Хорошо, что именно сегодня мы выбрали такой расслабляющий формат отдыха, потому что уже завтра с самого утра и на весь день нас будет ждать насыщенный эмоциональный день, пожалуй, из всей нашей поездки в Хошимин, так как мы отправимся в знаменитые туннели Кучи, которые сохранились со времен Вьетнамской войны, а также посетим дельту реки Меконг. Итак, настало утро следующего дня. Нас забирают от отеля на автобусе. Ехать далеко, поэтому делаем первую остановку. И это мастерская, фабрика картин и посуды. С виду это обычное помещение без пафоса и вывесок. Но внутри кропотливая ручная работа, которой во Вьетнаме занимаются десятилетиями. Здесь создают лаковые картины в традиционной технике, используя яичную скорлупу, перламутр ракушек и натуральные лаки. Сначала кажется, что это просто сувениры для туристов, но когда начинаешь смотреть внимательнее, понимаешь, сколько труда вложено в каждый сантиметр. Вот, например, обычная куриная скорлупа. Ее тщательно моют, высушивают, потом вручную ломают на десятки мелких фрагментов. Художник буквально по кусочкам выкладывает изображение как мозаику. Белые участки на картине — это и есть скорлупа. Она дает мягкий матовый оттенок, живую текстуру, неровность, которая делает изображение не плоским, а объемным. После выкладки поверхность покрывают слоями лака и шлифуют. Снова и снова. Иногда до 10 слоев. Перламутр еще более сложный материал. Его вырезают из раковин морских моллюсков. Каждый фрагмент шлифуется, подгоняется по форме, вставляется в основу вручную. Перламутр играет на свету, если чуть изменить угол. Картина начинает буквально дышать, переливаться. В одной работе могут сочетаться и скорлупа, и перламутр, и лак, и ручная роспись. И самое удивительное, все это делается без автоматизации, никаких станков с ЧПУ, никакой фабричной конвейерной линии. За столами сидят мастера и часами, день за днем выкладывают детали пинцетом. Некоторые сюжеты традиционны, женщины в конических шляпах, нон-ла, сельская жизнь, лодки на Меконге. Другие портреты, буддийские мотивы, исторические образы. На одну небольшую картину может уходить несколько дней, на крупные работы – недели. И в этом месте особенно чувствуется разница между сделанным руками и сделанным на заводе. Видно, что это не просто производство, а ремесло, с терпением, вниманием к деталям и уважением к традициям. Пока нам показывают процесс, кто-то аккуратно выкладывает новый фрагмент скорлупы, кто-то шлифует уже покрытую лаком поверхность. Работа идет спокойно, без спешки. И тут мы понимаем, перед тем, как попасть в сувенирный магазин, каждая из этих картин проходит через десятки часов ручного труда. Завершив экскурсию по фабрике картин, мы отправляемся дальше в путь к туннелям. Ехать еще порядка 1,5-2 часов. И вот мы приезжаем туда, ради чего многие вообще едут в Хошимин. Кучи — это не просто туннели, это подземный мир, построенный без техники, руками. Итак, на месте нам выдали билеты, проходим регистрацию и идем исследовать эти туннели. На входе стоит макет, на котором наш гид Райан объясняет очень подробно, как здесь все устроено и как это происходило во время войны. Перед нами не просто макеты, это модель целого подземного города. Тоннели Кучи начали строить еще в конце 1940-х, во время войны с французами, а затем расширили в период войны в Вьетнаме. В итоге получилась сеть протяженностью более 200 километров. И это не просто узкие ходы, это многоуровневая система. Туннели уходили в глубину до 8-10 метров и имели несколько уровней. Верхний для быстрого перемещения и внезапных атак. Ниже — жилые зоны. Еще глубже — склады, мастерские, госпитали, командные пункты. Здесь жили и воевали бойцы Вьетконга. С землей располагались кухни с особой системой дымоотведения. Дым рассеивался далеко от входа, чтобы его не заметили с воздуха. Были комнаты для отдыха, оружейные и даже небольшие госпитали. Американская армия сбрасывала на этот район 1000 тонн бомб, но туннели продолжали функционировать. Входы делали крошечными, замаскированными под листья или землю, чтобы их
невозможно было заметить. Фактически это был подземный город сопротивления, собственной логистикой, обороны и системой выживания. Конечно, особое внимание уделялось ловушкам. Они были максимально простыми, но крайне эффективными. Большинство делались вручную из дерева и металлических шипов. Часто использовали бамбук, заостренный, иногда дополнительно обработанный, чтобы раны были серьезнее. Были поворотные ловушки, наступаешь и платформа переворачивается. Были ямы с колями, замаскированные листьями. Были боковые шипованные двери, которые срабатывали при натяжении лески. Главная задача не столько убить, сколько ранить. Раненый солдат требовал эвакуации ресурсов и деморализовывал подразделение. Это была асимметричная война. Минимум техники, максимум изобретательности. Тут я решил тоже попробовать одно из таких укрытий. So now they locked the way already, but before they still let the turret go. But too many people get stuck, so they stop it. Okay, next one, please. Everyone, make it. А теперь и сам туннель. Он узкий, низкий, буквально заставляет пригибаться. Внутри жарко, душно, почти нет света. И сложно поверить, что люди проводили здесь часы, дни, а иногда и недели. Straight or left? Когда проходишь даже короткий участок, начинаешь лучше понимать, в каких условиях велась эта война. После тоннелей нас ждал обед, который уже был включен в стоимость экскурсии. Немного выдохнули, перекусили и дальше в путь, потому что до дельты Меконга ехать еще примерно 2 часа. Пейзаж постепенно меняется, город растворяется и начинается совсем другой Вьетнам, более спокойный и сельский. Мы прибыли в порт, откуда начинается путешествие по Меконгу, одной из крупнейших рек Юго-Восточной Азии. Ее протяженность почти 4500 километров, и она проходит через 6 стран, прежде чем попасть в Южно-Китайское море. Во Вьетнаме Меконг превращается в огромную дельту, сеть рукавов, островков и плавучих деревень. Здесь все завязано на воде. Дома, рынки, лодки, образ жизни. И уже с первых минут на катере чувствуется, ты попал в совершенно другой ритм. На одном из островков нас угощают свежими тропическими фруктами. Все максимально свежее и вкусное. Пока мы пробуем фрукты, местные женщины исполняют традиционные южно-вьетнамские песни под аккомпанемент национальных инструментов. Я тоже не удержался и попробовал сыграть пару звуков. Дальше еще один местный специалитет. Это кокосовые сладости. Что-то вроде тягучей карамельной массы на основе кокосового молока. Есть как классические варианты, а есть с арахисом, кунжутом, фруктами. Вкусно и очень сладко. That's one old coconut, but this one is young coconut, everyone. Different recipe. So we have a lot different type of flavor here. We have bandan, we have milk, we have jackfruit, we have cafe, durian, everyone. Cafe right here. So we have also biscuits and coconut with sugar. Let's try everyone. Ями. Ну и куда без дегустации покрепче. Нам предложили настойки, в том числе на змее. Одна немного помягче, другая ощутимо намного крепче. Я не знаю, как назвать такой напиток. Наверное, змеевуха.
It's not a full cup, so you just take about 30% of the wine, right? This one is strongest. Yeah, stronger. This one is stronger. Экзотично, да. Повторил бы еще, возможно. Но это напиток явно не на каждый день. Финальный штрих этой экскурсии — это прогулка на маленьких весельных лодках по узким каналам среди густых зарослей. Тишина, только звук воды и весел. Ощущение, будто время здесь замедляется. Кстати, возможно, кому-то пригодится, я оставлю в описании подробный маршрут нашей поездки со всеми локациями. Так что можете переходить в описание, скачивать и пользоваться. На утро следующего дня мы заехали к знаменитой розовой католической церкви. Это церковь Тандин, одна из самых узнаваемых в Сайгоне. Построена еще в 19 веке, и ее яркий фасад выглядит особенно эффектно с высоты. Неожиданное сочетание европейской архитектуры и азиатского города. Здесь же, в этом районе, заскочили на знаменитую книжную улицу Нгуен Ванбин. Небольшая уютная пешеходная зона с книжными магазинами и сувенирами. Это отличное место, чтобы купить что-то друзьям и родным. А вечером у нас была обзорная поездка на двухэтажном автобусе по ночному Сайгону. Город в темноте совершенно другой. Огни, небоскребы, движение, энергия. В этот момент начинаешь понимать, Сайгон — это не про одну конкретную достопримечательность. Он про атмосферу, про ритм, про контраст между историей и современностью. Последний день нашей поездки мы отправились в зоопарк. Это довольно большая территория, зеленая и ухоженная. Зоопарк здесь довольно большой, и здесь и множество животных, таких как и жирафы, тигры, крокодилы, различные рептилии, много птиц. Также нам удалось даже покормить рогатых обитателей, не уверен, но, по-моему, это антилопа или кто-то из ее близких родственников. И вот тут хочется подвести итог. Дорого ли 1,5 миллиона донгов за ужин? Если смотреть в целом, по моим ощущениям, Вьетнам оказался немного дешевле Филиппин. Еда, экскурсии, развлечения – все выглядит довольно доступно, особенно если сравнивать с туристическими островами. Но при этом у нас было слишком мало времени в этот раз, чтобы по-настоящему прочувствовать город, цены в разных форматах, от локальных кафе до более статусных мест. И если честно, сюда хочется вернуться, уже не на пару-тройку дней, а на более долгий срок, чтобы спокойно изучить другие районы, съездить в новые локации и понять этот город глубже. Также хотелось бы, конечно, посетить и более отдаленные локации, сельскую местность, возможно, и туристические места какие-то. Но пока впечатления сложились однозначно положительные. Так Сайгон и дельта Меконга — это про разнообразие движения и ощущение, что ты увидел только начало. Спасибо, что были с нами, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нам это очень важно, приятно. И увидимся в следующих роликах, пока!